А в этом видео я расскажу, как обменять валюту в Аргентине по лучшему курсу, будь то рубли или доллары. Одна ошибка, и вы можете потерять кучу денег, ведь здесь курсов валют больше, чем видов стейка. Как не переплатить и получить максимум за свои деньги, сейчас расскажу, а в конце видео самый быстрый и удобный способ обмена. Hola amigos, меня зовут Вася и я живу в Аргентине. А если вы сюда собираетесь, вам точно нужно понимать, как работает местная экономика. Главное правило – привозите наличные доллары. Ну или USDT на крайний случай. Именно за них дают самый выгодный курс аргентинских песо. Если рассчитываться картой иностранного банка, конвертация будет по официальному курсу, плюс комиссия банка, и итоговый курс окажется хуже, чем рыночный, примерно на 20%. А если снимать деньги в банкомате, можно еще и на комиссию банка попасть. Это жесть. Не делайте так. Давайте разберемся вообще с курсами в Аргентине. Здесь есть официальный курс, его устанавливает Центробанк Аргентины. Он нужен для расчетов между банками, импорта товаров и вообще всех других формальностей. Но если вы хотите поменять деньги на выгодных условиях, вам нужно смотреть на курс Blue. Это рыночный курс, или как его называют, параллельный курс. По нему местные обменивают валюту, и он всегда выше официального. Сейчас разница между этими курсами около 20%. Но в моменты кризисов она может достигнуть и до 100%, а может и больше. Такое было в истории Аргентины. Перед обменом можно посмотреть актуальный курс на сайте ambito.com. Вам нужно смотреть на колонку Dollar Blue. Там же можете сравнить разницу с официальным курсом, ну и вообще увидеть, сколько всего курсов на обмен валют в Аргентине. Так самый главный вопрос – как и где менять деньги? Самый очевидный, но не самый безопасный вариант – это уличные обменники. В туристических районах менялы повсюду. Они вообще не скрываются и зовут тебя обменять деньги у себя. Но тут есть несколько рисков. Во-первых, вам могут подсунуть фальшивые купюры. Это не редкость в Аргентине, довольно часто такое случается. Особенно сейчас, когда ввели новые 10-тысячные и 2000-е купюры, и многие не знают, как на самом деле они выглядят. А во-вторых, есть шанс, что на выходе вас просто ограбят. Как бы это ни парадоксально звучало, есть и такие обменники, к сожалению. Но есть более надежный способ. Конечно же, это наши любимые обменники в Телеграме. Их множество. Например, если вам нужно поменять рубли или гривны или евро, любая валюта, то есть суперудобный бот в Телеграме, который агрегирует все курсы валют. Называется он ArgRates Bot. Вы увидите на экране. Это не реклама, я им пользуюсь сам. Давайте я вам расскажу, как работает бот. Вы заходите, выбираете валюту, которую хотите обменять, например, рубли. Затем выбираете, что хотите получить, например, наличные аргентинские песо. Бот сразу показывает список обменников с курсами от лучшего к худшему, и вы выбираете подходящий. Далее оставляете заявку на обмен внутри бота обменника. Я пользуюсь Optima Exchange Argentina. У них довольно хорошие курсы и быстрые курьеры. От $500 вам привезут даже бесплатно все на ваш адрес. Но есть и офис, наверное, я никогда там не был. Оставили заявку, и через пару часов курьер привозит вам наличные. А вы любым удобным способом переводите ему валюту, будь то крипта, рубли, гривны и любая другая валюта, которая доступна для обмена. Именно этот способ я считаю самым удобным и безопасным. Но остерегайтесь мошенников и скамеров, потому что обменников много. Лучше несколько раз уточнить информацию и сделать все красиво, чем попасться на разводил. Никогда не переводите деньги вперед налички. Если эта информация была полезной, поставьте лайк, подпишитесь на канал, а в комментариях напишите, что еще вам интересно узнать о жизни в Аргентине. До новых встреч! Чао! Пока!